Приготовим поленту. В горячую воду добавить соль, масло и потихоньку струйкой высыпать кукурузную муку. Варим на слабом огне, постоянно помешивая венчиком до загустения, затем мешаем деревянной лопаткой. Нам потребуется от 10 до 20 минут, в зависимости от вашей крупы. Полента должна быть густой и не стекать с ложки. Смазываем форму оливковым маслом. Затем выкладываем готовую поленту, разравниваем и остужаем. Охлажденную поленту вынимаем из формы и нарезаем на порционные кусочки толщиной примерно 1 см. Ножик нужно смачивать холодной водой. Мои брускеты будут разного размера. Нарежьте инжир. У меня сушеный инжир, маринованный в коньяке. Листья веточки розмарина мелко нарезать. Нарезаем авокадо и помидор. На сковороде с толстым дном, предварительно добавив оливкового масла, обжариваем нашу поленту. Примерно 2-3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Маленькие кусочки поленты я достану сразу после обжарки, их я буду использовать для холодных брускет. А большие я оставлю в сковороде на выключенной плите для горячих брускет. Начинаем собирать наши брускеты. Это несколько вариантов, какие они могут быть. Также вы можете использовать и экспериментировать любые продукты, которые вам нравятся. Я тоже думаю, что это будет вкусно. Для горячих брускет выложите на раскаленную сковороду поленту, сыр сверху и растопите его. Затем дополняем наши горячие брускеты ингредиентами по вашему вкусу. И подаем к столу.